Прибыли в Кушадасы, повертелись, покрутились. Парковки не нашли около нашего отеля, но нашли какой-то такой вот паркинг на территории непонятно чего. Вероятно, это какой-то жилой комплекс или бывший жилой комплекс, или школа. Тут есть вот площадка спортивная, заставленная машинами. И стоят машины явно тоже прокатные, и никто с нас пока никакую плату не требует. В общем, воткнули машину, посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, если бы надо было бы заплатить, уже бы кто-нибудь пришел бы. Все, идем заселяться. Сейчас покатим чемоданы до отеля. Мы шествуем уже по Кушадасы. Вот там вот видны пришедшие лайнеры. А мы идем вперед, и нам довольно далеко еще идти, потому что мы нашли парковку только, ну, считай, почти метров 600 от отеля. Поэтому мы будем идти здесь. Ничего страшного, чуть-чуть пройтись после поездки. Доехали мы нормально. Я, можно сказать, даже не сильно устал. И вообще, я как бы полон сил. Ну, потому что мы, что, 3 или 4 раза останавливались, не помню сколько. Ух. Когда мы увидели море, было прям сильное впечатление. Прям очень захотелось в море окунуться. Идем вперед. Заходим. Hello. Ну что, заселяемся в отель Элайда. Первый вход в номер. Номер 404. Заходим. О, ковер. Нормалек. Куда тут карточку вставлять? Сюда. О, ух, как уютненько. Потолок низкий. Ух ты, тут 2 окна и туда, и сюда. Класс. Маленький телевизор. Пахнет каким-то освежителем. Да. Турист, что скажете? Мне очень нравится, классно. Тут есть бюро. Привет. Супер. Санузел маленький, но уютненький. О, душевая кабина нормальная, большая. Смотри, цвета такие. Ты смотри, вид-то какой из окна, ты посмотри. Вид-то какой из окна, дай посмотрю. Вау! Вот это вид. Эх, жалко, на этой камере сейчас все засвечено будет. Тут корабли видно. Вау! Ну ладно, на этом мы заканчиваем обзор номера. Всем спасибо, до следующих встреч. Приветствуем вас из Кушадасы или Кушадасы, но пусть будет все-таки Кушадасы. Это вот там написано рядом с теплоходами, с большими лайнерами круизными, которые мы наблюдаем. Мы тут пришли на пляжик прекрасный, который прям в черте города находится. Уже в закате, народ довольно много все равно, но лежаки уже убирают. Общественный пляж такой. Можно приходить, сидеть себе сколько хочешь. Никому ты особо не нужен. Вот. Лежаки, видимо, столько стоят. Зонтики. Не знаю. Короче, мы доехали из Стамбула сюда больше, чем 600 километров. По платным дорогам и по другим добрались. Классное место. Интересное. Никогда здесь не были. Похоже на все другие места и одновременно не похоже. Сегодня здесь будет солнце садиться, и мы это увидим, этот закат. А пока что вот, полюбуйтесь. Вот там женщина купается, турист. Я уже купался. Дети бегают. Есть такой песочек. Ну, пляж относительно чистый. Бычков, конечно, много. Как обычно, люди понимают, что заставляет курильщиков бросать бычки. Мягкое солнышко осеннее. Класс. Светит в глаза прям. Вау! Какое небо, так класс. Смотри. Я надеюсь, тут будет возможность позавтракать завтра где-нибудь, хотя бы даже внутри. Да. Вау! Вы посмотрите только. Мы нашли такой классный выход на крышу. Это пожарная лестница на самом деле. Вот она там. Но можно выйти наружу и посмотреть вот на это. А что такое горит там? Это труба у теплохода. Ого. Она так дымит, да. Вот такой вид на Кушадасы. Кушадасы. Давай себяшечку бомбанем. Вот сюда. Зеленый, видишь? Ну, прям здесь дух захватывает, если честно. Какая-то вон площадь, смотри.
Такое движение прям. Марина вот там где-то. А вот там видно Кушадасы. Этот надпись. Ну что, пойдем спустимся и в ту сторону пройдем, чтобы видеть солнышко. Спускаемся, смотреть на солнышко закатное. Пойдемте с нами. Ха-ха. Конечно, очень круто, что вот так вот можно выйти. Специально сделано открыто. Молодцы. Мало ли вдруг что. Мы шествуем по набережной в Кушадасах. Вроде бы это нужно произносить как множественное число. Я вот заметил, что русскоговорящих практически нет, да? Ты заметила? Да. Я речь родной не слышу. А вот мы наблюдаем, что два теплохода круизных лайнера стоят, и третий, он подошел или уходит, ты как думаешь? Я думаю, что он уходит, такое чувство, что он как будто разворачивается. Так выглядит вечерняя набережная. Я надеюсь, тут что-то видно. Потом переключают постоянно все и везде. Как будто у них тут какая-то прям компания курильщиков. Мидии с рисом и лимоном. Да. В нашем московском темпе хочется все время всех обогнать. Оббежать, обогнать. А они все не знают про нас московский темп. Идут медленно, спокойно, никуда не спеша. Вот так сидят, все попивают. И вообще. Корабли. Да, он уходит, видишь, он разворачивается. Он разворачивается, уступает место другим. Вот там у нас виден маяк. Здесь у нас есть люди. Примерно вот так вечерний Кушадасы выглядит. Веган джелато. О, какая нота? Можешь определить, какой нотой он погудел? А ты? Нет. Я не настолько... Мне не настолько сильно медведь наступил на ухо. Автомат по продаже бутылок с водой. Нажимаешь, получаешь бутылку. О, что такое? Это, видимо, какие-то надписи, которые вешаете себе куда-то домой. Надписи регионов и другие таблички металлические. Кто собирает металлические таблички? Приезжайте, здесь можно закупиться. Всегда вечерние эти города, местечки красивее, чем днем, мне кажется. Они прям так сверкают огнями. Зачем так кричать, да? Ну, не слышно, идут рядом и... О, это люди с голубями. Какой-то памятник. Мне кажется, это уже что-то такое басовитое. Такое из-за первой октавы. Вот здесь вообще как прикольно. Люди сидят, пивко, чипсики закусывают. Что, тебе уже больше нравится? У меня вот здесь, да, ничего так хорошо и народу мало. Мне главное, чтобы поменьше было людей. Люди, они хорошие, конечно, по большей части своей. Но от них хочется отдохнуть, бывает. Кота. О, короткий гудок. Короткий. 3 коротких. Это 5 часов, наверное, да? Нет, 7. Просто громадные. Солнце мы, короче, не увидели. Только оно где-то, если там. Что вот это написано? Вот, что написано? Да. Так, а что мы с тобой учили сегодня? Что мы? Это рис. Правильно. Вот рыбный ресторан, можно Сибаса.
Я тоже хочу. Но нам надо поменять бабки. Потому что бабок на ужин у нас может не хватить. О, рыбный рынок. Вот стена крепости. Видишь стену крепости? Класс. Вон они. Пойдем выясним, почем там меняют деньги. И какой у нас шанс получить нормальный курс. Играет Таркан. Песик лежит. Есть ли тут переход? Здесь пахнет канализацией. Вон там тоже чейндж есть. Пошли. Не пошли. Пошли. Вот, видишь, no commission change. Они прям так сверкают. 33 написано, да? Да. У нас это устраивает, в принципе. Евро 6500. А евро что-то слабовато. Ну, смотри, сейчас мы посмотрим конвертер, что показывает. Официальный курс 34,15. Заходим в караван-сарай. Керван-сарай. Интересно. Сарай — это вообще-то дворец. О, открыто до 6 вроде бы. Знаешь, написано, что открыто до 6. А сейчас вообще-то уже 7. Но тут все равно люди ходят и что-то смотрят. Люди русскоговорящие здесь. Это можно пройти вот туда куда-то. Эй, коте. Ни одна непонятно, что это такое. Дворец кого, к чему и зачем. О, смотри, вот он как сверху выглядит. Тут, видимо, базар когда-то бывает. А вот остров, на который надо сходить. Вот, Голубиный остров. Мы где? Мы здесь где-то, да? Да. Вот туда сходим завтра. Хорошо. Вот, на остров. Тут можно прочитать. Прочитать тебе? Прочитать. Великий визирь Акуз Мехмед Паша, один из важнейших фигур в Османской империи 17 века, написал в своем Муханеп Паперлибук какой-то своей книге собственности, что у него был замок, гостиница и пиер, не знаю, что такое, построен в Кушадасы. По этому пути вражеские корабли не могли бы побеспокоить пассажиров и пилигримов приплыванием суда. Швартовкой, да? Акуз Мехмед Паша также известен как Куршунлу хан, состоящий из 2 этажей, каких-то пространств, организованных в 2 этажа вокруг площади, дворика и вот этих вот портиков ворот, открытых к этим пространствам. Караван-сарай был восстановлен в середине 60-х. Мне кажется, 5 мне. Ну, с минусом. А там по-русски нет случайно? Кстати, в Кушадасы вот идут и поперечные такие улицы. Вот там у нас корабли и море. А вот сюда идут поперечные улицы в город куда-то. И можно туда углубиться куда-то. И тоже посмотреть, много чего увидеть. Кроссовки купить. Очки не надо? А очков что-то нет нигде. Ну, давай вначале поужинаем, потом еще поищем. Все равно базар. Давай вначале поужинаем. Разрешаю тебе выбрать ресторан по своему вкусу. Нормальная манипуляция? Я тебе сразу сказала, что мы. Ну да. Вот туда, где рыбов показывали. Да, вот туда. Переходить надо сюда с толпой. Вместе с толпой народу. Кучу народу не задавят. Итак, мы проходим уже 3-й раз в этом месте. Что очень странно, если вы находитесь в городе ненадолго. С одной улицы. С одной улицы, но здесь улица вроде больше, чем одна, но мы идем здесь уже не 1-й раз и не 2-й. И вот в этом ресторане мы обедали сегодня, Али-Баба. Точнее, ужинали, да. Мы съели огромнейшего сибаса. За сибаса мы заплатили почти 2000 лир, а за весь ужин мы заплатили... У нас один сибас на 2 почти был. 3000. Мы идем туда. А, вот море-то. Мы к морю хотели. Море оно вот. Здесь мы тоже уже проходили сегодня.
Там мы видим вечерние Кушадасы. А там тоже их видим. Кстати, там вот подсвечен надпись, смотри. Видела? Вон. Итак, мы идем опять по Кушадасам, уже по другой улице, какой-то большой. Мы идем вверх с целью найти Мигрос, который мы поняли где. И мы пройдем сейчас к нему и купим там, что хотели. Просто дать вам представление о том, что какие тут улицы. В целом очень похожи на все остальные города. И здесь как-то так более цивильно. Хотя Кушадасы, они вот такие вот наполовину стройка во многих местах. А я не знаю зачем. Я просто не определился, как мне называть Кушадасы. Но на самом деле я, конечно, определился. Итак, мы в поисках Мигрос Джета. Забрели на другую улицу. Почем здесь меняет? По столько 33, 36,5. Здесь очень ярко светит. Вот смотри, какие фонарики. Прикольные. Дай сфоткаю, пойду. Videos for Instagram or Yeah, I just taking a videos. This one is for my YouTube channel. YouTube channel? Yeah, yeah. And you will see if that Maybe. Wanna subscribe? Ты не помнишь, как он на английском называется? Канал наш. Sorry. I see you like Я не понимаю. Там вроде вот он где-то должен быть там, но мы его там не увидели, да? А мы находимся прямо около него. Не, нету. Тут ничего нету. Ну блин, значит обламинго. Заходим в любой магазин, покупаем мороженое. Доброе утро и привет. Наше первое утро в отеле Кушадасы. Вот такой вот прекрасный вид из ресторана. Такой прекрасный завтрак. Сначала посмотрим, а потом такой прекрасный вид. Как вам ресторан, в котором такой вот вид? Вау! Вау! Здесь можно было бы посидеть, но сегодня очень ветрено. Чайка вот летит. И чайка. Вау! Вот это да! Вот это вид. Класс! Вот такой вот отель Элайда, у которого есть такая веранда, с которой можно за завтраком полюбоваться видами на Кушадасы. Класс. Ну, сейчас мы зайдем внутрь и откушаем. Завтрак вообще полная чаша, просто все есть. Смотри, тут есть какой-то апельсиновый напиток с мятой. Я хочу. Видела? И арбузик есть. Ну все. Привет и доброе утро. Мы наконец выползли из отеля. Завтракали бы мы вот там, прямо на веранде. Вот турист сидит на скамейке, отдыхает. Вон. Видно туриста? А я тут осматриваю все достопримечательности. У нас есть примерно 2-2,5 часа перед тем, как выехать из отеля. И мы двинем дальше в сторону Бодрума. Здесь у нас есть такой типа памятник или какой-то монумент голубям. Потому что Кушадасы называют Голубиным островом. Голуби, когда прилетают сюда, они где-то тут все на этом острове сидят. В общем, вот такой вот есть тут памятник. На таком пирсе расположен. Сегодня ветер, волны набегают. Вот пляж, где мы вчера купались. Вот тут стояли вчера большие лайнеры круизные. А сегодня здесь просто какой-то стоит многомачтовый, непонятно, это парусный. Вроде даже парусный. О, какие волны. Ухо-хо. Смотрим на руку с голубями. Я на фоне руки с голубями. Вот правильно, скамейки стоят в сторону моря. Так и должны стоять. И урны есть, все правильно. И ветерок классный. Вот. Теплоход, катер береговой охраны. Ему не страшно по таким волнам-то идти.
что же, двигаемся дальше в сторону других достопримечательностей. Классная погода. Я люблю, когда ветерок. Вот не люблю, когда ветер, а когда вот такой ветерок, люблю. Хотя он вроде как довольно сильный. Следующий объект нашего интереса — это вот такая вот композиция I Love Кушадасы. Такие композиции есть во многих местах. Все в них фоткаются, ну и мы тоже сфоткаем себя, почему нет? Встань у сердечка. Раз, два, три. Вот, а здесь какой-то... Можно взять в рамку и что-то будет, непонятно. Здесь мы вчера шли вечером, было красиво. Идем утром, тоже красиво. Только набегают волны аж так, что запрыгивают сюда на набережную. Вау! Мы держим путь туда, на остров с крепостью. Мимо марины. Ну, в общем, где-то мы должны там пройти. Надеюсь, что это будет несложно. У нас здесь некая аллея-парк со скульптурами. Интересно, что это значит, надо будет почитать. Из мрамора высеченные скульптуры разных персонажей каких-то. Есть ребенок, который пятки сложил. Это как будто зародыши. Музыкальный Неополис. В общем, это скульптуры каких-то разных авторов, я так понимаю. Да, это, скорее всего, просто в одной стилистике современное искусство. А это играет на каком-то тоже инструменте. Неополис. Это черепаха. А где у него голова? Головы нет. Интересно. О, женщина с большой грудью. Да? А, выход обратно через тропинку. Там тоже есть туристы, которые все фоткают, как и мы. Развивается знамя. И это море разного цвета. Море разного цвета. А знаешь почему? Потому что оно перемешалось от волн. Разная глубина. И море перемешалось. А вот там вот есть маяк. И этот... Это серое, бирюзовое, потом синева, потом вообще... Да. Там вот потому что глубина уже большая. И не поднимается одна всякая. Утренние Кушадасы мне очень нравятся. Вечерние Кушадасы меньше. Да. Так прикольно, что мы их называем они. Кушадасы — это они, типа. Утренние Кушадасы, вечерние Кушадасы. А бывает, значит, какой-то один Кушадас. Собачка. Вот памятник каким-то людям с голубями. Тут явно Ататюрк с детьми. Сейчас мы его будем смотреть. Юрита Сулх Чинанда Чиханда Сулх. Ну, короче, Ататюрк это сказал. Что это значит, я не знаю, но будет субтитр где-то тут. Тут есть человек с факелом и девушка с голубем. Интересно. Продолжаем осмотр Кушадасы. Ой, смотри, а я не видела вчера вечером. Видишь, скульптура там? Да, да. Это там, наверное, Ататюрк, да? Там, может быть, не Ататюрк, а кто-то другой, но там вот и как раз та смотровая площадка, по-моему, на которую надо там долго забираться. И типа можно на машине подъехать поближе, либо забираться какое-то количество шагов. Смотри, тут лодка, не прыгнула, она заброшена. Вот это? Да. Чтобы рыбу выгрузить на рынок. Вот это, ну, А, вот это да. Это лодку вынесла, она оторвалась, видимо, откуда-то, и ее вынесла. Ну, в общем, да, мы, наверное, вот туда не пойдем, но вы, если захотите подняться в Кушадасы туда вот наверх, можете это сделать, узнаете, как это делать. Советуем. Кстати, если вы еще не подписались на канал, самое время сейчас это сделать. И поставить лайк этому видео. Снимаем для вас. Здесь вот мы вчера вечером ужинали. Сейчас покажем, где. В Али-Баба ресторане. В целом цены средние. Заплатили, как обычно. Вам понравилось, турист? Да. Рыба была типа сибас. Одна на двоих, мы ее съели всю. Вот они лежат. Это сибасы? Здорово, сибасы. Не, вот эти вот сибасы точно.
Это вот камбала. Это вот дорадо. А это какой-то другой еще рыба. Или вот дорадо. Ну, в общем, рыба есть, если что. Рыбу не только показывают рыбов, но и еще их готовят. Здесь все, вот это рыбные ресторанчики вчера были забиты. А вот такие красивые лодки стоят. Продолжаем наш путь. Коты едят рыбу. Что им еще делать? Рыбный рынок с утра. Рыба есть на рынке. О, а тут смотри. Тоже этого не видела. Тоже видела. О, тут рыбов показывают. Настоящая рыба, как будто настоящие. Вы продаете рыбов? Нет, только показываем. Конечно, зря рыбака назвала девушкой с рыбой. Дедушка с рыбой. Я подумал, ты я сказал. сказала девушка. Да? Ну это просто рыбак. Не пошла. Пойдем рассмотрим дедушку с рыбой. Просто. Взял, перегородил нам дорогу. Да. Мы тут шли. Смотри на рыбака. Дедушку с рыбой. На фоне смотрим на девушку с рыбой, дедушку. Ее можно потрогать. Ой, она это металлическая. Слушай, меня поражает, как мы здесь столько раз проходили. И... Не заметили девушку с рыбой. Еще один котик. Привет, коте. Это ухоженный кот. Большой, толстый, сидит, кушает. Ну да, тут есть еще вот караван-сарай. Керван-сарай. Про него отдельно можно почитать. Мы вчера в нем были. Сейчас напротив солнца, его трудно снимать. Поэтому обойдем его пока стороной. А здесь вот сосны, как в Италии вот эти. Я помню, здесь вот Антон ехал. Видимо, здесь разворот или дорога отсюда уезжает когда. Тут ковры. Ковры надо? Да? А коврики? Да. Порт. И, скорее всего, так просто зайти нельзя. Нужно либо сказать, с какого ты корабля. Вот, Тузашип. То есть это проход на корабли для тех, кто приплыл на круизных лайнерах. Ну и тут сразу ты вышел с порта. Можно порт-кебаб в себя закинуть. Пивасика тут, мясца и всего такого. Интересно здесь какой райончик. Да. И листики нападали уже осенью, как осенью. Осень, как у нас. Поскольку мы осматриваем все возможные памятники и достопримечательности, здесь вот есть опять голуби. Явно совершенно это место намекает на то, что оно связано с голубями. Вот идут отельчики уже. Слушай, мы, наверное, поселились просто в самом шумном месте относительно других. Потому что там вот сплошные кафе, а тут только отели и магазины. Поэтому, если жить тут, то и понравится. Хотя вот архитектура вот этих зданий, она мне как-то не очень. Смотри. Часы красивые, да. Классные А вот часы. эти А вот там надпись «Кушадасы». И вот памятник какой-то. надо А вот бублики кто-то забыл. Вот эти вот бублики обязательно ешьте в Турции. Бублики с кунжутом. Ничего не может быть вкуснее, чем бублики с кунжутом. Рыбаки, как и везде. О, вот это вот паромы стоят. Это вот паромы стоят куда-то на греческий остров. Интересно, а вот там с той стороны, там Измир? Или Измир он там за мысом? Хлещет волна. Как вот прям построено на горе. Все. Крутяк. Это вот меня всегда впечатляло, как вот здание строят прямо на скалах. Сколько нужно усилий приложить, чтобы выдолбить все вот это. Вот наша цель. Наша цель — остров. Вот этот вот. С крепостью.
Кале такси. Что означает такси крепости? Коте, привет. Мы идем в сторону залитой солнцем крепости. Когда-то он был без вот этого перешейка. Когда-то Просто отдельно. был остров, да. Когда-то это был остров. И вот еще тоже фотография. Просто остров с крепостью. Мы идем в сторону крепости. Вот этого перешейка не было. Мы идем прям к перешейку, который превратили в пристань. Вообще класс. И вот этот караван-сарай. Да. А теперь здесь прогулочные лодки отходят. Теперь здесь для них марина. И какие-то люди идут обратно. Они туда уже сходили. Там все посмотрели. Начали строить, да, засыпать камнями, видимо. Набросали камней к Биг Баба. Биг Баба, наверное. Потому что Биг Баба это как-то... Первоначально это выглядело вот так. Построили туда такой перешеек, перемычку с дорогой, которая вот есть. Я вот думаю, что вот эти плитки, кстати, они кладут для того, чтобы компенсировать расширение и сужение бетона. Когда холодно, он сужается, когда горячо нагревается, чтобы не лопнул. Потому что вот эти бетонные плиты, они прям просто бетонные. Большие корабли. Такая нормальная прогулочка. Сколько мы идем? Мы прошли чуть больше километра, километр и 200 от нашего отеля. Очень рекомендуем, если вы здесь будете, поступить так же, как говорится. Красота! Красота? Ну какова красота! Да, и коты. И коты. И в мотоцикле. Коты в мотоцикле. Коты, вы тут что сидите? Здравствуйте. Можете рассказать, как у вас вообще дела, настроение? Чем живете? Как, мотоцикл нормальный? Мотороллер? О, да. Говорит, не подходи ко мне, это я подошел первый. Круто. Old Town, старый город. Пойдем Типа. туда внутрь? Конечно, пойдем. Че, мы сюда зря шли, что ли? Тем более, видишь, никого нет так особо. Вот там еще другой остров, без крепости. Заходим. На минутку оглянемся. Слушай, вообще шикарно. И главное, я не устану повторять. А где люди-то? Все спят, что ли? А, вот они там по стенам ходят. Их есть. Крепость. Вроде бы она была, стены, как было сказано, достроены уже в 19 веке. Кто-то сказал, да? Ты читал уже. Просто хорошая защита была. Не могли подобраться сюда. Да. Вот наблюдение. Какой должна быть урна, чтобы в урну не бросали окурки. Вот так надо тушить. И пойдем почитаем, что пишут про достопримечательности. Есть ли на русском? На русском нет. Есть на английском. О, это вот сверху. Это мы здесь? Да, это мы здесь. Мы зашли вот отсюда. Вот Да. я здесь сейчас. Да. Все написано про караван-сарай, про старый город, про цветы, про национальный парк животных, про черепах, откладывающих яйца, про тюленей. Или кто это? Морские котики? Это морские котики? И птицы разные. Пеликан. О, кстати, а вот этот вот похож на баклана. Пойдем дальше. Здесь, конечно, классное ощущение такое. Поднялись к башне. Но такое есть предположение, что башня закрыта. Башня закрыта? Да, вход закрыт. Оливковые деревья тут.
Будем смотреть сейчас вот с этой скамейки вдаль. Что видно? О, ты видала? Ты видала, что там? Очень здорово вот посидеть, потупить на скамеечке около крепостной стены. Но хочется зайти на башню, а она закрыта. Пойдем посмотрим, что там написано по поводу того, как она работает. Тут висит перегородка. Вообще все очень ухоженное такое. Все прям такое чики-пики сделано. Перегородка висит и все. Башня закрыта на замок. Я так думаю, что ее просто откроют скоро. Но можно посмотреть с промежуточной высоты. Турист сидит, отдыхает. Есть какая-то площадка, огороженная стеклянными барьерами. И там ходят собаки. Видимо, там выступают какие-нибудь оркестры. Пойду посмотрю. Собакин, привет. Вот здесь площадка. Класс. Ну, скворечники для птиц, видимо, для голубей. Раз голубиный остров. А там выращивают какие-то саженцы. Наверное, не знают, что скоро башню откроют, раз стоят здесь. Они, наверное, читают какого-нибудь аудиогида. Вот что. Но не факт. Мы идем дальше в сопровождении Собакина. Собакин нас сопровождает. Мы с сопровождающим. Здесь есть памятник кому-то. Мороз Хайреддин Паша, который что? Первый в чине адмирала. Понятно. Маяк. Да, ну и понятно. Нужен маяк, чтобы сюда не впилился какой-нибудь корабль. Смотри, он нас ждал. Да. Пойдем, хорошо. Собакин. Какие узкие бойницы вообще. Здесь вот такие деревянные настилы, а там вот сверху, около башни, вот ты не видела, там такой прям сделан настил стеклянными панелями огороженный. Там, видимо, какие-то происходят мероприятия, может быть, музыку играют. А здесь можно вот на саму стену не зайти, но можно рядом пройти. Можно, в принципе, и на стену зайти. Никто не запрещает. Ну-ка, пойдем-ка на стену зайдем. Интересно, эти пушки, они того времени пушки? Вау! Подожди. Смотри, вот здесь тоже ресторан. Да. Как они все подходят, эти большие корабли. Ну, наверное, хватает глубины, да? Заглянем в бойницу. О, видно чего-то. Заходить запрещено. Загорожено. Но можно идти другим путем. Оливковые деревья, однако, такие немолодые. Во, оливки растут прям. Видали? Прям оливки настоящие. Вы когда-нибудь видели, как растут оливки? Я тут. Смотри на меня. Вау! Так можно было? Тут все такое прям причепуренное, как будто Только это, смотри, здесь можно упасть. деревяшки не очень прочные, очень на поверхности.
Да. Как-то они подгнили. Иди сюда. Интересно. Вау. Неприступные стены. Вообще. Вот там мы все видели. О, а там есть веранда, прикинь. Там есть такая пристань-веранда, куда корабли подходят. Где? Ее можно увидеть отсюда, иди, не бойся. Вот она. Видишь? Ага. Ну что же, мы продвигаемся по кругу ко входу. Точнее, к выходу там, где вход. Не знаю, башню открыли, нет? Конечно, очень классное место во всех отношениях. И красиво, и чисто, и народу мало. Ну, может быть, сейчас народу мало, сейчас уже скоро октябрь. Сегодня, кстати, 30 сентября, если что. Рекомендуется, конечно, сюда зайти, тем более вход бесплатный. Да сам Бог велел, как говорится. Такие классные деревья здесь. Ну, башня закрыта. Люди там сидели, они, видимо, просто там в тенечке сидели. А здесь вот, видишь, это для голубей. Типа, чтобы они пролетали. Птиц не видно на этом птичьем острове. Птиц не видно. Только собаки прилетели сюда. Но зато здесь оливковые деревья с оливками. Ты видела оливки? Как растут. Они прям висят. Я увидел человека кока-колы и подумал, что я хотел бы попить, конечно. А сейчас здесь есть. Заканчиваем нашу прогулку по Голубиному острову вместе с крепостью. Вот инжир как выглядит внутри, если вы вдруг не знали, как он растет. Какую пользу вам даст эта информация, я не знаю, но прикольно. Что здесь еще нарисовано? Одуванчики? Не одуванчики, но похоже. Выходим. Давайте я сфоткаю. Вот такая вот крепость. А обратный путь выглядит вот так. Вот люди сидят, пьют пивасик. Я почему-то хочу колу. 25 минут 53 Замолчал. Я сейчас занят. Вид на Кушадасы от Птичьего острова, от крепости. Из кафе. И обратно. Ну что же, мы заканчиваем наши прогулки по Кушадасам. Кушадасы. Мы здесь идем мимо какого-то парка, в котором куча античных каких-то артефактов выставлено. Ну-ка, давай зайдем, посмотрим. Красиво тут вообще. За заборчиком эти выставлены черепки. Вот они. Ну и мы хотели пройти через площадь муниципалитета. Там голуби смотрят. О, а там голуби, действительно. Это вот домики для голубей, и они там сидят. То есть это не просто так построено, они прям там гнездятся. Вылетают и пролетают. А голуби как наши, такие, как отечественные. Очень похожи. Тут есть такие голубки какие-то серые, а эти вот вообще нормальные, обычные голуби. Где-то Кушадасы днем. Та улица, где мы вчера вечером были. Очень даже нормально, обычно. Все как обычно. Курс не изменился за ночь. Маркет есть. Курс остался прежним. 33, 36,5, 43.
Starbucks кофе. Почему-то Starbucks вообще не тянет. Да? Вот такой кофе для меня горчит. Да, жесткий. Хотя я знаю, что Ресторанчик, который вечером был заполнен красиво. Вот он виден наш отель днем, как выглядит. Вот там на веранде мы завтракали. Шикарно совершенно. Можно пройти к тому полю, которое около муниципалитета, и увидеть, что же там. Сейчас увидим. А я хочу сказать, что там, в общем-то, ничего особо нет, кроме газона и памятников кому-то. Смотри, тут мужчина есть с собакой. 1881, видимо, год основания. Мужчина с собакой. С двумя собаками. О-о. Я пойду дойду до голубя. Сейчас голубя снимем. Там у них идет прием, видимо, электронная очередь. А здесь голубь. Такой. И вот там виден наш номер в отеле. Примерно вот там. Наш номер. У нас нет балкончика. У нас окошко на 4-м этаже. Сейчас мы этот отель зафоткаем. Наш отель. Все. Встала? Пойдем. Поговорила с местной женщиной. Что она тебе хотела сказать? она поздоровалась со мной, салам алейкум, сказала, я ей тоже сказала салам алейкум. А дальше она меня спросила, алман или турист? Я сказала, я турист. Ты бы сказал, я турист Юлия, известный ролик, видеороликов известного канала. Она такая сказала, как вы турист Юлия, вы, значит, известная звезда. Смотри, море как далеко разволновалось зеленым цветом. Туристы покидают Кушадасы и двигают в сторону Бодрума. Время почти 12. Мы идем грузиться в машину и двигать в сторону Бодрума, как я и сказал. Мы едем и наблюдаем ветряки. Ты маленький кот, я знаю, но у нас нет еды, видишь? Сейчас мы это все быстренько заточим. Ну, короче, мы сейчас будем въезжать в Бодрум. Дорогая, что тут? Офигенно. Мы купили билеты на паром. Хо-хо-хо. Вода очень теплая, очень теплая.